Всем привет! Я рад, что вы зашли на мой канал. Сегодня я хочу рассказывать немножко о немецком языке. Если вы хотите учить его, продолжайте смотреть. Also, ich rede jetzt auf Deutsch, damit ihr weiß, dass ich diese Sprache eigentlich kann und euch nicht belüge. Ja, ich mache Fehler, ich weiß, aber ich bin der Meinung, dass ich diese Sprache eigentlich ziemlich gut kann. Vor allem im Vergleich zu vielen anderen Ausländern. Die sind nicht Ausländer, die sind eigentlich nur Leute, die Deutsch nicht als Muttersprache sprechen. Äh, Ich habe Deutsch an der Uni gelernt, also nicht eigentlich an der Uni. Ich war noch in der Schule, aber es gab so ein Programm, mit dem ich äh, in der Schule und an der Uni studieren könnte. Es gab keine Möglichkeit, Deutsch in meiner Schule zu lernen, aber an der Uni gab es so eine Möglichkeit, deshalb habe ich mich dafür entschieden. Ähm, Ich habe es ein Jahr gelernt, bevor ich mich nach Deutschland umgezogen bin. Ich war Austauschschüler dort. Ich habe ein Jahr gewohnt ähm, in Rheinland-Pfalz. Falls Deutsche dieses Video schauen, ja, das war sehr schwer für mich, Pfälzisch zu verstehen. Aber ich verstehe es. Ich spreche es nicht. Ich spreche lieber Hochdeutsch. Ja. Ähm, Am Anfang habe ich allen gesagt, dass ich Deutsch lernen wollte und dass sie mit mir nicht auf Englisch reden sollen. Ich denke, dass viele amerikanische Austauschschüler zwingen alle, Englisch zu sprechen, weil sie Deutsch nicht können oder keine anderen Sprachen können. Aber ich wollte das nicht machen. Ich wollte Deutsch sprechen wie all die anderen Leute in meiner Klasse. Und ja, es hat Spaß gemacht. Ich, ich bereue das Erlebnis überhaupt nicht. Und ich denke, dass mehr Leute Austauschschüler werden sollen. Ja, ладно. Теперь вы знаете, что я могу говорить по-немецки. Сначала надо начинать с алфавитом. Первая буква очень легкая, потому что она а, такая же, как в русском. А. Но следующая это Б. Не Б, а Б. А, Здесь есть дифтонг. И дифтонг, что такое? Это когда два гласного вместе, и они делают один звук. И вместе Б, не Б. Потом С. С. Очень похоже на русскую букву С. Да? Но С в немецком эта буква только для иностранных слов и имен. Иногда она произносится как К и иногда как Ц. Например, есть слово компьютер, и оно пишется с буквой Ц, но произносится как К. Но есть имя Цезарь. Цезарь. Это римский генерал,
и император, но его имя на немецком Цезарь пишется с буквой С. А потом D, 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 A, B, C, D, D, A, F, G, H. Эта буква как в английском H, да? H. И на самом деле нет разницы по поводу произношения между английской H и немецкой H. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, J. Эта буква выглядит как английская буква J, но она всегда произносится как Я. Йод. Есть слово Я. Это значит да. А, Б, С, Д, Е, Ф, Г, Х, И, J, К. И К всегда произносится звуком К. А, Б, С, Д, Е, Ф, Г, Х, И, J, К, Л. Л это мягкий вариант, как в русском, но в русском есть два варианта этой буквы, два звука. Есть в русском L и L. Например, лук. И лук это твердый, и профиль это мягкий. Мягкое. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Q. Q. Выглядит как английская буква Q. И она всегда произносится с другой буквой К и В, другая буква, вместе ква. Например, есть слово квач. Квач. Это значит ерунда. Да? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Q, R. R. Эта буква произносится как R на французском. Я думаю, что по сравнению с французским языком немецкий R она не такая твердая. На французском есть formidable, но на немецком она чуть-чуть более мягкая. И есть два способа произносить его. Ее, это буква. Ее. В горле и как, я не знаю, на немецком называется rollen. Man rollt das R. Oder man spricht das so aus wie ra, 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 ra. Без ра. Так, в горле, как ра, и язык плоский во рту. И в начале
него делает р, р. Либо можно произносить ее как ра. Это сложно для меня. Я люблю роль, не? Ра, 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 как Europa, Euro, ра, 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 р, роль. И когда буква R в конце слова, обычно немцы не произносят ее. Это как британцы произносят, не произносят R, например, на английском car, и немцы говорят, например, mehr, это значит больше, mehr, пишется M-A-H-R, mehr, либо есть слово Lehrer, пишется L-A-H-R-A-R, Lehrer. Я произношу первую букву R, а вторую нет. Lehrer. Ja. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. В немецком есть U. Не U, только U. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. V. V выглядит как английская буква V, но в словах, которые не иностранные, которые произошли от ранних немецких слов, эта буква произносится как Ф, а не В. Но для иностранных слов, например, от, я не знаю, из английского языка или французского, она произносится как В. Например, есть слово November. Это месяц, ноябрь. Но для другого произношения есть слово folk. Folk – это народ. Folk. V-O-L-K. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W. В. Эта буква произносится как в русском есть В, да? Вводить. И на немецком V. V. То же самое, как на английском. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W. X. Выглядит как русская буква Х, но она всегда произносится Xerxes. Это имя персского императора. И я не знаю. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y. Это произошло от греческой буквы.
есть буква Y. И она всегда произносится как Ü. Ü. Это звучит как У, только с губами, как у рыбки. Ü, 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 Y, Y. И эта буква на самом деле очень редко бывает, по-моему. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Z. Z произносится как Ц, как третья буква, да? Но она всегда Ц, а не К или, я не знаю. Есть немецкое слово Zeit, die Zeit. Это значит время. Zeit. И есть еще 3 буквы, но в песне они не находятся. Есть это А с точками. Они называются Umlaut. А mit Umlaut это Она звучит почти одинаково, как буква в алфавите. И есть длинный вариант и короткий вариант. Например, эра. Это значит эра. Да? Это длинный вариант. А потом это выглядит О с точками, О умlaut, Есть немецкое слово Öl, das Öl. Либо слово hören, слышать, hören. Как ее правильно произносить? Для меня она звучит как звук человека, который умирает. Öl, hören, Erörterung. Может быть, губы как у рыбки, но они не делают круг. Они только как не hören, Öl, Erörterung. Ja. Этот звук сложный. Его сложно произносить правильно, по-моему. А потом есть Ü. Это как Y. Такой же звук. Одинаково произносится. Über. Füttern. Mütter. Но есть Mutter, это одна мать и много матерей. Mütter. Так. А потом, кроме алфавита и всех букв, есть дифтонги и еще другие
сочетаний букв. Например, когда и вместе произносится и. Когда и произносится I. И I. А потом, когда, я не знаю, невозможно писать умlaut, можно писать буквы с буквой O умlaut, O, Не Ü, ue. А потом есть CH. Вместе есть два варианта. Мягкий вариант и твердый вариант. Мягкий, твердый, Например, немецкое слово ich значит я на русском. Ich. И как правильно произносить его? Это язык, и надо делать так, стороны вместе, и середина языка вверх. И воздух дует. Вот. Есть очень узкое место. Не здесь, не в горле, а в середине рта. Как звук кота, я не знаю. Некоторые немцы произносят CH, мягкий вариант, как ш. Но Hochdeutsch, стандартный немецкий, это ich, nicht weich. И как знать, когда это мягкий вариант? Ну, если буквы и, умlaut, ü. Перед CH, это мягкий. Ich, echt. И, я не знаю, Bücher. И, да. А потом твердый вариант. Х. Я думаю, что твердый вариант немного более твердый, чем русская буква Х. Как, я не знаю, это их на русском, да? Но на немецком Х, и есть слово machen. Х, machen, это значит делать. А потом есть 8. Еще один момент. 3 буквы S, C, H вместе произносится Ш. Как шула. Oder Quatsch. Deutsch. И
две буквы А, У вместе произносится ау, у вместе ой, умlaut, ja, у вместе ой. Окей. Теперь вы знаете более или менее, как произносить все звуки немецкого языка. Но вот я буду говорить несколько примеров слов, чтобы вы знали, как читать слова на немецком. Vater, Vater, Väter, Väter, ich, Nil, Nil, geht, geht, spät, spät. Когда S перед P, мы произносим S как Ш. Spät, а не spät. Spät. Fett. Fett. Вы слышите разницу между spät, geht и fett? Это короткий вариант. И мы знаем, что это короткий вариант, потому что после буквы есть два согласного. Т. Если два согласного после гласного, мы знаем, что надо произносить его коротко. Fett, а не fett. Fett. Потом рот, либо рот. Gott, короткий вариант. Не о, а. Gott. Götter. Unter. Dumm. Übel. Füttern. Übel. Füttern. Übel. Sprechen. Sprechen. А потом Straße. И вы видите странную букву. Она называется SZ, и она произносится как S. То же самое. S. Straße. И когда буква в конце слова произносится как Straße, не Straße, Straße. И я думаю, что это все. По-моему, немецкий язык очень легко читать после того, как мы уже выучили правила. А теперь вы знаете. Спасибо за внимание. Увидимся в следующий раз.